Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе», и мы продолжаем с вами заниматься по книге Стивена Пратта «Язык программирования C++». Мы с вами остановились на второй главе, и сегодня поговорим про операторы в языке C++. Поговорим про операторы объявления и переменные, и поговорим еще про операторы присваивания. В общем, сегодня про операторы. А дальше, насколько мы успеем, настолько мы успеем. Во всем этом вот за наши 20-25 минут, как мы обычно это с вами делаем, да? Поэтому, если не смотрели предыдущие ролики и хотите разобраться в C++, обязательно по ссылочке в описании переходите в плейлист. Есть прям ссылка на этот плейлист, где много уже достаточно уроков. И занимайтесь по ним, и после этого приходите сюда. Если же посмотрели уже все предыдущие ролики, все написали, все поняли и остались, как говорится, довольными, то, как всегда, не забываем ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что вы за последние 28 дней мой контент с подпиской посмотрели 68,8% зрителей. Это почти 67%, это почти рекорд. Поэтому прикольно, наш челлендж с вами до 70%. Нажимаем на колокольчик и смотрим новые ролики, изучаем C++ здесь вместе со мной. Окей. Лирическое отступление прошло, поехали по книге Все, можно, поехали. Операторы в языке C++. Программа, написанная на языке C++, представляет собой коллекцию функций, каждая из которых, в свою очередь, является коллекцией операторов. В C++ имеется несколько разновидностей операторов, и сейчас мы рассмотрим некоторые из них. В листинге 2.2 можно увидеть операторы двух новых видов. Первый из них оператор объявления создает переменную. Второй оператор присваивания присваивает этой переменной определенное значение. Кроме этого, в программе продемонстрирована новая возможность объекта Cout. Будет у нас с вами вот такой вот листинг 2.2, но перед этим мы занесем наши новые понятия в наш с вами словарь. Я просто открыл и увидел, что сразу же здесь у нас есть эти понятия, поэтому я их сразу занес, и, соответственно, время сейчас на это тратить не будем. То есть оператор объявления – это оператор, который вводит новое имя в область видимости и связывает его с определенным типом или значением. Оператор объявления может быть использован для объявления переменных, констант, функций, классов, перечислений и других сущностей. Напоминаю, что этот вот наш документ понятия из книги также по ссылочке в описании найдете, можно сюда перейти, и здесь можно через, в общем, здесь она со ссылками нам нейросеть все это дает, и можно уже перейти и подробно почитать про каждое вот это вот понятие, которое мы с вами изучаем, да. И второй оператор присваивания. Оператор присваивания – это оператор, который связывает значение правого операнда с именем левого операнда. Это мы сейчас все там посмотрим в примерах, да. Оператор присваивания может быть перегружен для различных типов данных, чтобы изменить его поведение, но об этом позже по книге. Оператор присваивания имеет наименьший приоритет среди всех операторов и выполняется справа налево. Ну, про приоритеты, я думаю, Пратта нам тоже расскажет. Окей, поехали. Листинг 2.2, который называется carrots.cpp, и мы его сейчас с вами напишем. Поехали. carrots.cpp. What is carrots? Кто знает? Программа по технологии производства пищевых продуктов. Использует и отображает переменную. Хорошо. Что такое carrots? Очень сильно хочется знать. Извини, морковка. Это морковка. Ой, извини, что-то утреннее кофе не в то горло залезло, что ли? Что это такое? Так, морковка. Окей, морковка. Ну и как мы обычно это делаем, давайте вот это все с русского языка переведем на английский. Мы же с вами полиглоты. Food Technology Program used and displays a variable. Да? Окей. Поехали дальше. Дальше у нас с вами директива препроцессора EOStream, чтобы работать с объектами Cout. Помним, да, из прошлых уроков. Дальше у нас int_main. Помним про int_main, что нужно его писать только так, через пробел, не вот так, не вот так, не как-то так. Чувствительный к регистру. Есть у нас int. Кстати, как лексема. Помним? Лексема. Лексема int, лексема main, то есть int это тип данных, main это идентификатор названия нашей функции, главный, да, и круглые скобки. Круглые скобки. И круглые скобки, да. Окей, поехали. Дальше у нас с вами using namespace для ленивых.
чтобы не писать префиксы namespace std. И далее у нас с вами объявление переменной carrots. Объявляем нашу морковку и пишем, что объявление переменной целочисленного типа. Объявление объявление переменной целочисленного типа. Declaration. Когда-нибудь я запомню. Объявление — это declaration. Declaration of a integer type variable. Далее слова понятно, а вот объявление declaration. Declaration. Хорошо, далее мы как раз таки берем и используем наш оператор присваивания. Вот мы видим, это не равно, если вы вдруг новичок в C++, C++ равно отображается вот так. 2 равно — это равно. Одно равно, один знак равенства — это присваивание. Запомните раз и навсегда, на всю жизнь, до конца смерти, когда вас спросят, что такое равно, скажите присваивание. Вот, и вам сразу скажут: о, этот плюсы изучал. В общем, это оператор присваивания. Вот, познакомьтесь. Так вот он выглядит. Так, хорошо. Далее у нас присваивание значения переменной. Присваивание значения переменной. Присваивание. Variable assignment. Variable assignment. Так, дай... Здесь хочу. Где ты говоришь? Почему ты там говоришь? Сейчас, секундочку. Variable assignment. Вот. У меня просто 3 наушников, 2 звуковых карты. Так, а вы ее слышали? Variable assignment. Да, тоже слышали. Все, замечательно. Variable assignment. Все время хочется сказать assignment, но assignment. Assignment. Когда-нибудь научусь. Так, окей. Едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас объект cout, который будет выводить, что нам это дело, в нашу консоль. Пишем следующее. I have, пробел, cout, наша переменная. Да, здесь просто наша переменная без... Я имею 25 морковок. Cout. И, соответственно, здесь наши морковки. Через пробел, все красивенько, чтобы было замечательно. Точка. Далее. Cout inline. Модификатор inline. Помню, перенос строки, да? Модификатор inline, перенос строки. Далее мы берем нашу переменную и присваиваем в нее новое значение, которое мы из нашей переменной вычитаем единичку. То есть мы подразумеваем там... То есть мы берем и производим изменение переменной, да? Изменение переменной. Change variable. Да? Variable change. Да, когда-нибудь я еще научусь понимать, когда нужно как использовать слова. Ладно. И, соответственно, последняя строчка нашего кода будет это объект cout, который будет выводить crunch. Crunch. Now I have carrots. Ну и carrots, соответственно. И идентификатор inline. Who's crunch? Это что-то типа... типа он съел морковку, я понял. Crunch, хруст, теперь у него минус 1 морковка. Все понятно, но теперь я осознал, что такое кранч. Просто обычно кранч это же когда... Или не кранч, когда на работе все плохо и говорят типа: о, у нас кранч, когда ничего не успевают, да? Поправьте меня в комментариях, не помню, где-то я это слово слышал. Ладно, окей, я один комментарий забыл. Это вот тут, отображение значения переменной, да? Отображение значения переменной. Отображение. Display, да? Variable value display. Через пробельчик, через таб сделаем табуляцию, чтобы все это у нас красивенько было. И давайте посмотрим теперь, что мы сделали с вами в программе, а потом будем читать, что нам скажет Прата. Вначале, как вы видите, у нас с вами комментарий. Есть у нас комментарий, мы разбирались об этом, что это такое, как это делается и зачем оно надо. Вначале у нас комментарий названия нашей программы carrots. Кстати, carrots вообще нет, я вот все carrots. Правильно говорится-то вообще? Carrots. Все, я молодец. Carrots.cpp, значит, наша технология, программа, в общем, наша программа, которая отображает нам переменную, да? Далее мы, используя директиву препроцессора ES3,
Подключаем заголовочный файл, тот самый EOStream, и помним, что он делает, да, он вставляет сюда все то, что есть в EOStream, наш компилятор сюда все вставляет, чтобы мы с вами, ну, нам с вами самое главное помнить, что нам это нужно для того, чтобы сейчас работать с объектами CAUT, глубже мы пока не копаем. Дальше наш основной вход в программу, основная функция main, написанная с лексемами грамотными и правильными. Дальше наш стиль кода, помним, да, что нам говорили, что скобочки мы сюда переносим, здесь это все делаем, пробелы сохраняем. Вот, далее используем пространство имен std, пишем using namespace std, чтобы просто не приписывать везде префиксы std. Если бы мы это убирали, нам бы нужно было вот здесь вот везде писать std b-префикс, да, и у всех сяутов, и у всех инлайнов, соответственно, писать этот префикс std. Соответственно, нам это делать лень, мы пишем using namespace std, а мы про, ну как это, про декларацию было у нас или нет, я что-то не помню. Просто мы же могли... Ну ладно, пусть будет так. Окей, далее мы объявляем переменную типа integer. Есть у нас объявление типа integer, и мы даем ему название carrots, наша морковка. Правда, мы здесь его не инициализируем. Когда-нибудь нам Прата расскажет о том, что лучше всегда инициализировать сразу объявленную переменную, но мы ее инициализируем в следующей строке. По идее, мы могли инициализировать ее здесь сразу же, или же мы могли ее инициализировать вот таким вот путем. То есть вот это вот считается прям хорошо. Но пока что пусть будет так. Вот, хорошо, значит, мы объявляем здесь у нас declaration, наша integer переменная, да? Declaration, объявление integer переменной, интовой переменной. Далее мы в эту интовую переменную при помощи оператора присваивания, запомнили раз и навсегда, вот эта вот красота. У меня опять настроение хорошее. Вот это, если вам вдруг не видно. Ой, простите, что-то меня порвало. Простите. Так, я надеюсь, вы увидели. Так, ладно. В общем, вот это оператор присваивания. Это не равно в C++, это два знака равно. Один знак равенства в C++ это присваивание. То есть здесь мы производим присваивание variable assignment, соответственно, в нашу переменную интовую carrots мы присваиваем правое значение, да, правое значение, в котором мы написали 25. И, соответственно, после вот этой вот операции у нас наша carrots будет равняться и иметь значение 25. Далее, что мы делаем? Давайте даже, я не знаю, по отладчике пробежимся, поэтому, чтобы вы сразу все это дело увидели, что действительно не вру здесь вам, и все так и есть. Запустим отладчик. Ну, про отладчик нам попозже, наверное, расскажут. Так, ну тут программа все время немножко ломается в плане экрана. Вот так вот. Вот, смотри, значит, сначала... Эй, негодяйка, убежал дальше, чем нужно. Давайте. Вот мы зашли, здесь мы объявили переменную, видите, когда мы ее объявили, там лежит какое-то значение, поэтому лучше всего, почему я говорил, что лучше всего сразу же при объявлении переменной ее инициализировать, потому что там всегда лежит какой-то мусор. И если мы ее не инициализируем и будем ее использовать, вот если мы это carrots с вами закомментируем, то там будет лежать какое-то непонятное значение, и неважно, 471 это абсолютно рандомная вещь, просто вот в памяти компьютера сейчас там где-то вот в той ячейке, видите, сейчас лежало 546. Сейчас там 344, то есть как-то рандомно откуда это значение в оперативной памяти берется и все. После того, как мы присвоили туда 25, на следующем шаге, вот сейчас мы сделали шаг, видите, да, здесь стрелочка, это наш шаг. Мы сделали шаг, и получается, что вот наш carrots, он уже равняется 25. Замечательно. Далее мы будем через obj-out в нашу консоль, вот сейчас у нас в консоли все пустенько, мы сделаем еще один шаг, и, соответственно, ожидаем, что у нас будет написано I have. Да, у нас действительно есть I have. Мы такие смотрим, что мы имеем. Мы имеем с вами 25 морковок. И наши 25 морковок, они выводятся. Ну, точнее, выводится просто значение 25. А чтобы еще пояснилось нам, что это действительно наши морковки, мы еще один шажочек делаем. И после этого шага смотрим в консоли, и действительно I have 25 carrots. Да, мы действительно имеем с вами 25 морковок. Далее у нас с вами мы видим, что наша кареточка, наша вот эта вот штука стоит здесь. И мы хотим перейти на следующую строку. Мы делаем еще один шаг, и при помощи манипулятора endline, видите, наша каретка перебежала на следующую строку. Мы довольны прям собой, вообще прикольно. Смотрим, что наш carrots равен 25, и сейчас после прохождения этого шага из нашего carrots вычтется единичка, variable change, она наша переменная изменится, потому что мы сказали нашему компьютеру, давай-ка нам измени вот это вот все.
Соответственно, проходим еще один шаг и видим, что наша carrots действительно стала равна 24. Произошла эта операция, все замечательно, наша морковка уменьшилась. Ну и сейчас мы ее скушаем. У нас будет пока что нет ничего на экране, но сейчас, когда мы пройдем этот шаг, наш объект seout выведет нам в консоль, соответственно, сообщение crunch have, now I have, то есть мы скушаем морковку и будем иметь 24 морковки как бы в нашем carrots, конечно, опечатка, но сами понимаете, тут еще англичанин. В общем, crunch, I have carrots. 24. Вот, ну и, собственно, все. Далее у нас с вами return 0, все довольны, как говорится, программа закончилась, все довольны, все прекрасно. Вот. Выходим из области видимости, программа завершается, и мы все такие счастливые, довольные, замечательные. Вот, это что касалось, что-то я как-то слишком... Напишите в комментариях, слишком ли подробно я сейчас разобрал такой маленький листик. Но на самом деле мне по кайфу, я сам люблю понимать все досконально, поэтому у меня даже здесь уже возникают вопросы, как называть seout. Вот я шел объект, я знаю, что это объект seout, да, это у нас оператор вывода, но у меня был вопрос, когда мы доходим вот сюда, мы здесь как, мы вызываем, получается, объект seout, потому что это же объект класса, и мы обращаемся к объекту seout и просим его вывести. Евген, нужна помощь, как правильно сказать? То есть, что мы здесь делаем? Мы обращаемся к объекту seout, или мы просим объект seout вывести нам это? Как это грамотно сказать? Потому что вот здесь я понял, что не могу понять, что мы делаем с seout. Мы его просто, или мы просто как бы его используем, и он нам уже выводит. Вот. Поэтому, пожалуйста, Евген, ментора, просим ментора сюда. Так, ладно, у нас 16 минут, ну, я думаю, мы минут 25 сегодня посидим, потому что прям прикольненько и прекрасненько чувствуем себя, да? Окей, давайте посмотрим, что нам пишет Стивен Пратт. Раздел объявления отделен от остальной части программы пустой строкой. Раздел объявления отделен. Раздел объявления отделен от остальной части программы пустой строкой. Хорошо. Этот прием часто можно было встретить в программах на C. Вот опять начинается, да? Но в программах на C++ это редкость. Далее показан результат работы программы, представленный в листинге 2.2. Соответственно, сообщение I have... 25 carrots, crunch, now I have 24 carrots. Следующие несколько страниц мы посвятим рассмотрению этой программы. Отлично, поехали. Операторы объявления и переменные. Компьютеры – это точные и организованные программы. Для того, чтобы хранить элемент информации в компьютере, мы должны идентифицировать как ячейку памяти, так и объем памяти, требуемый для хранения этой информации. Вот, сейчас давайте еще раз это прочитаем, и нужно это прям понять. Для того, чтобы сохранить элемент информации в компьютере, вот это имеется в виду наш элемент, да, вот этот carrots – это наш элемент информации, нам нужно его сохранить. То есть мы его здесь объявляем, но мы же хотим его где-то куда-то положить, поэтому для того, чтобы сохранить этот элемент, нашу морковку, элемент информации в компьютере, мы должны идентифицировать как ячейку памяти. Понятно, да? То есть мы вот это вот дело должны идентифицировать как ячейку памяти, требуемой для хранения этой информации. В языке C++ проще всего это можно сделать с помощью оператора объявления, который идентифицирует тип памяти и предоставляет метку для ячейки, который идентифицирует тип памяти и предоставляет метку для ячейки. Оператор объявления, ну как такового оператора объявления, я так понимаю, у нас как бы нет, да, ну то есть вот если здесь есть оператор присваивания, то вот это само объявление, оно и есть как бы оператор, что ли, объявления. Интересно написано, может быть дальше как-то пояснит, давайте дочитаем, а потом будем думать. Соответственно, например, в программе, представленной в листинге 2.2, имеется следующий оператор объявления. Обратите внимание на наличие точки с запятой. Ну да, то есть вот это считается оператором объявления, хотя по идее никакого оператора здесь как будто бы нет, но есть тип данных и есть идентификатор, да, то есть если компилятор встречает тип данных и идентификатор, то это вместе будет как будто бы оператор объявлений, правильно ли я понимаю? Ну, потому что у нас же нет никакого какого-то вот прям такого оператора, да, как есть плюс, равно там или еще что-то. То есть здесь получается как-то так. Оператор объявления, понятие у нас уже записано. Поэтому окей, пока так. И главное, чтобы еще была в конце точка запятой, да, получается. Ну, тут понятно. Хорошо, давайте прочитаем, что он дальше пишет. Этот оператор предоставляет два вида информации. Необходимый тип хранения и метку, привязанную к этой ячейке. Ну, то есть,
это имеет сохранимый тип, который мы хотим хранить в нашей памяти, это integer, и метка, то есть идентификатор, да, идентификатор это есть наша метка, привязанная к этой ячейке. Хорошо. В частности, оператор объявляет, что программа требует объема памяти, достаточного для хранения целого числа, для которого в C++ используется метка int. То есть помним, что int у нас это 4 байта, и, соответственно, а вы еще не помните, наверное, да, если с нуля смотрите, то, наверное, не знаете. Но, в общем, ладно. То есть у нас тип integer имеет 4 байта, и вот эта вот наша фраза говорит о том, что операционная система дай-ка нам памяти 4 байта под нашу переменную, которую мы называем carrots. Окей. Дальше. В частности, оператор объявляет, что программа требует объема памяти достаточного, ну да, для хранения используем тип метка int. Компилятор анализирует подобные данные о размещении и назначает метки ячейку памяти. Угу. И назначение метки ячейки памяти. Хорошо. Компилятор C++ может обрабатывать несколько разновидностей или типов данных, при этом тип int является одним из наиболее распространенных. Он соответствует целому числу integer, числу без дробной части. В языке C++ тип int может принимать как положительные, так и отрицательные значения, а диапазон допустимых значений зависит от реализации языка. В главе 3 тип int будет, int и другие типы, базовые типы данных рассматриваются более подробно. Ну да, там мы посмотрим. Окей. Второй выполненной задачей является именование ячейки памяти. В этом случае оператор объявления говорит, что с этого момента программа будет использовать имя carrots для обозначения значения, хранящегося в указанной ячейке памяти. То есть выделили ячейку под тип данных integer и назвали ее carrots. Теперь вот та ячейка памяти, под которую мы выделили вот это вот все, будет называться carrots. Метка. Окей. Соответственно, в этом случае оператор объявления говорит, что с момента программа будет использовать имя carrots для обозначения хранения, хранящегося в указанной ячейке памяти. Carrots это переменная, поскольку ее значение можно изменять. Так, а кстати, вот, по-моему, переменной у нас с вами не было понятия в смысле самого переменной. Сейчас посмотрим. Итак, переменная – это именованный участок памяти. Мы разобрались, да, что есть имя, есть тип, в котором хранятся значения в котором хранятся значения определенного типа данных. То есть у нас есть, у переменной есть свой тип, у него есть свое имя, и у него есть какое-то значение, которое он в себе хранит. Ну, последнее не всегда, но лучше всегда инициализировать, да. Переменная может быть объявлена с помощью оператора объявления, который указывает ее тип и имя. Переменная может быть инициализирована с помощью оператора присваивания, который связывает ее имя с некоторым значением. Переменная может быть использована в выражениях, функциях и других конструкциях языка. Хорошо, с этим понятно. Соответственно, carrots это переменная, поскольку ее значение можно изменять. В языке C++ все переменные должны объявляться. Все переменные в языке C++ должны объявляться. Если вы опустите объявление в carrots CPP, компилятор выдаст сообщение об ошибке, когда программа попытается использовать переменную carrots. То есть, если бы мы с вами не объявляли эту переменную, но хотели бы ей воспользоваться, нам бы сказали «а-та-та», что ты делаешь, идентификатор carrots не определен. Да? То есть, что такое carrots, наша программа не знает. И она говорит идентификатор, да, не переменная, а идентификатор, потому что carrots это идентификатор. То есть все, что мы там напишем после типа данных, вот это название нашей переменной, это идентификатор. Окей. Соответственно, далее. Об ошибке, когда иногда переменную умышленно не объявляют, чтобы посмотреть, как на это отреагирует компилятор. Впоследствии, столкнувшись с подобной реакцией, вы будете знать, что нужно проверить код на предмет необъявленных переменных. Ну, это такое. Просто запомните, что, я не знаю, может быть, если вы другие языки программирования изучали, то тогда, может быть, где-то можно не объявлять переменные, но C++ мой первый, поэтому я как-то сначала объяви переменную, потом что-то делать. Окей, для чего необходимо объявлять переменные? Мне так нравится, когда я задаю вопрос, и тут же в следующем абзаце есть ответ. Прекрасно. Так вот, в некоторых языках программирования, особенно в Basic, новая переменная создается при первом упоминании нового имени, без явного объявления. На первый взгляд это может показаться удобным, однако у этого способа имеется большой недостаток. Если вы допустите ошибку в написании имени переменной, то непреднамеренно создадите новую переменную. То есть в Basic может возникнуть следующая ситуация. Castle Dark равняется Pretty for Castle, а дальше видите Castle Dunk, то есть, видимо, опечатка, да, Castle Dark плюс More Ghost, print Castle Dark. Или не опечатка здесь? Ну, наверное, опечатка. Но в любом случае, да, наверное, здесь все-таки опечатка. И мы создали как бы новую переменную Castle Dunk. Поскольку имя Castle Dunk написано с ошибкой вместо А написано N, то изменения, которые вы производите в этой переменной, оставят
неизменную переменную CastleDark. Ну, понятно, да. Теперь понятно, что здесь мы хотели все это дело сложить, но объявили новую переменную CastleDark. Хорошо. Ошибки подобного рода довольно трудно обнаружить, поскольку они не нарушают ни одного правила языка Basic. Однако в C++ переменная CastleDark может быть объявлена, а написанное с ошибкой CastleDark не объявлено. В результате объявленный код, эквивалентный код на C++ нарушит правила объявления переменных, и компилятор выдаст сообщение об ошибке. Ну да, думаю, все понятно. Окей. В общем случае объявление указывает тип сохраненных данных и имя программы, которая будет использовать данные, хранящиеся в этой переменной. Ничего не понял? Ну, сейчас мы уже, да, дойдем здесь до какой-нибудь логической до оператора присваивания и тормознем, потому что голова начинает говорить, перегрузка, нужен отдых. В общем случае объявление указывает тип сохраняемых данных и имя программы, которая будет использовать данные. В общем случае объявление указывает тип сохраняемых данных и имя программы, которая будет использовать данные, хранящиеся в этой переменной. Тяжелое какое-то предложение. В этой конкретной ситуации программа создает переменную по имени carrots, в котором хранится целое число. Int у нас это тип хранимых данных, имя переменной carrots, точка запятой, окончание оператора. Да, точка запятой отвечает окончание оператора или стейтмента. Мы с вами об этом говорили, да, что здесь используется понятие оператора, но мы будем использовать понятие statement, потому что так все говорят. Вот. Окей, оператор объявления в программе называется оператором определяющего объявления или кратко определением. Оператор объявления в программе называется оператор определяющего объявления. Интересное понятие, давайте запишем. Что за такое? Первый раз вижу такое. Так, определяющее объявление – это объявление, которое не только вводит новое имя в область памяти, но и резервирует память для хранения сущности, связанной с этим именем. То есть, понятно, да, определяющее объявление. Мы объявили переменную, которая не только ввела новое имя, но еще и резервирует память. То есть вот этот int, который мы написали, вот именно столько памяти у нас будет зарезервировано. Хорошо. Определяющее объявление может быть использовано для определения переменных, констант, функций, классов и других объектов. Определяющее объявление отличается от обычного объявления тем, что оно полностью описывает сущность и позволяет ее использовать в программе. Хорошо, пусть будет такое определение. Так, что у нас дальше? Там еще, да, есть одно определение, я его уже записал. Его присутствие означает, что компилятор выделит пространство памяти для хранения значений переменной. То есть то же самое, да? А в более сложных ситуациях можно применить ссылочное объявление. Что такое ссылочное объявление? Это ссылочное объявление, это объявление, которое вводит новое имя, которое является псевдонимом для существующей сущности. Но об этом, я думаю, мы поговорим, когда будут указатели и ссылки, тогда вам станет проще. Пока просто определение. Да? Ссылочное объявление позволяет обращаться к одной и той же сущности по разным именам без создания копии или дополнительной памяти. Ссылочное объявление должно быть инициализировано при создании и не может быть изменено на другую сущность. Ссылочное объявление может быть использовано для передачи параметров по ссылке, для возврата ссылок из функции или для создания AirValue ссылок. Но это, как говорится, в будущем об этом поговорим. В этом случае компьютер будет использовать переменную, которая уже где-то определена. В общем случае объявление не должно быть определением, однако в нашем примере это так. Если вы знакомы с языками программирования C или Pascal, то должны знать о том, как объявляются переменные. В языке C++ принят другой способ объявления переменной. Вы знаете, что в языках C и C Pascal вообще не знаем. Кстати, на Pascal как-то кодил в университете, но это было 13 лет назад. Все объявления располагаются в самом начале функции или процедуры. В языке C++ такого требования нет, поэтому объявлять переменную можно перед ее первым использованием. Как у нас здесь было, вот мы объявили переменную, и здесь мы ее уже использовали. Окей. Таким образом, чтобы узнать о типе переменной, вам не придется возвращаться в начало программы. Пример такого объявления вы увидите далее в этой главе. Такая форма объявления имеет свой недостаток. Имена всех переменных не собраны в одном месте, поэтому сразу определить, какие переменные использует функция, иногда проблематично. Кстати говоря, в стандарте C99 для языка C правила объявления переменных такие же, как и в C++. Окей, совет: в языке C++ принято объявлять переменную как можно ближе к той строке, в которой она впервые используется. То есть мы здесь объявили, но здесь просто
перенос строки, да, но это для удобности, для удобочитаемости, что мы объявили здесь переменную, а потом мы ей воспользовались, ну и дальше тоже воспользовались. Окей, ну вот такое вот прекрасное занятие у нас с вами сегодня получилось. Надеюсь, все было понятно. Если чего-то непонятно, пишите об этом в комментариях. 30 минут поговорили, было прекрасно. Лично мне было замечательно и великолепно. Пишите, как вам. Соответственно, не забываем, как обычно, в конце поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, потому что я напоминаю, что за последние 28 дней время просмотра подписчиками на моем канале 60 почти 7%. Это рекордный рекорд, но мы с вами идем на рекордный рекорд. Еще и инкремент к нему подпишем сверху на 70%. Поэтому нажимаем на колокольчик, смотрим новые ролики от начала до конца и, соответственно... как там говорят еще, делимся этим видео с друзьями, которые тоже хотят обучаться программированию на плюсах. Меня зовут Илья, мы здесь с вами изучаем программирование C++, в смысле, изучаем язык программирования C++. Канал так и называется «Изучаем C++ вместе». Занимаемся в этом плейлисте по книге Стивена Пратта. Соответственно, если вас интересуют другие плейлисты, то можете раскрыть этот самый описание, и там много полезных ссылок на другие плейлисты. Ну и увидимся с вами в следующих роликах, в которых разберем оператор присваивания и все вот по второй главе в Стивене Пратта. Он там, кстати, где? Вон там. Нет, вон там. Где палец? В общем, сложно. Вон там. Вот там будут эти штучки такие. Можно туда кликнуть и смотреть следующий ролик. Все, увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока.